С новым 2026 годом! Этот праздник должен был быть полон улыбок и веселья. Обратный отсчет закончился. Комнату наполнили радостные возгласы, но Тэхён не улыбался. Он стоял тихо, его взгляд был тяжелым, словно что-то давило ему на сердце. Фанаты сразу заметили, что что-то не так. И пока все остальные праздновали, Чингук внимательно наблюдал за ним. Он увидел ту грусть, которую не заметил никто другой. Затем, не говоря ни слова, Чингук подошел к нему и обнял Тэхёна. В этот момент празднование отошло на второй план, и важным осталось лишь то чувство, которое они разделяли. Камеры продолжали снимать, и атмосфера медленно сменилась с праздничной на атмосферу тихого любопытства. Снаружи все еще гремели фейерверки. На заднем плане слышался смех. И все же Тэхён казался отстраненным, словно его мысли были где-то далеко от комнаты, в которой он находился. Улыбка появилась лишь на секунду, прежде чем снова угаснуть, а его глаза рассказывали историю, которую никогда не выразить словами. Фанаты, наблюдавшие внимательно, почувствовали это мгновенно. Это не было истощением или просто случайным настроением. Это ощущалось как нечто более глубокое и тяжелое, словно груз всего прошедшего года навалился на него разом. Чингук оставался рядом, не перебивая, не форсируя момент, просто наблюдая с той заботой, которая приходит только при глубоком знании человека. Он заметил, как напряглись плечи Тэхёна, как он избегал зрительного контакта, как замедлилось его дыхание, когда шум вокруг стал громче. Секунды шли, и Чингук сделал небольшой шаг ближе, затем еще один, пока расстояние между ними не исчезло. Здесь не было игры на камеру или слов ради привлечения внимания. Это было тихое, инстинктивное решение. Чингук обнял Тэхёна, сначала осторожно, затем крепче, словно стараясь дать ему опору в этот момент. Тэхён не отстранился. Напротив, он прильнул к нему, позволяя себе почувствовать поддержку, позволяя эмоциям, которые он сдерживал, наконец улечься. В этом простом объятии все казалось настоящим. Не айдолы, не артисты, а просто два человека, делящие момент утешения в начале Нового года. Комната словно замерла, хотя бы на одно мгновение. Празднование вокруг продолжалось, но их момент существовал в собственном пространстве, не затронутом шумом или ожиданиями. Тэхён ненадолго закрыл глаза, глубоко вдыхая, а когда снова открыл их, в них появилась мягкость, которой не было прежде. Это не значит, что вся грусть исчезла, но она больше не казалась непосильной ношей, которую нужно нести в одиночку. Чингук оставался с ним, не торопясь и не отпуская слишком быстро, молча говоря то, что не могли выразить слова. Для многих фанатов этот момент стал чем-то большим, чем просто клип с празднования Нового года. Он стал напоминанием о том, что за огнями софитов, сценами и криками восторга стоят реальные эмоции, реальные узы. И иногда самая сильная поддержка приходит без единой произнесенной фразы. Ночь продолжалась, и этот момент остался в мыслях каждого, кто стал его свидетелем. Тэхён медленно отстранился, но связь между ними не исчезла. Выражение его лица теперь было спокойнее, более собранным, словно объятие дало ему достаточно сил, чтобы встретить остаток ночи. Он слегка кивнул. Тихий жест благодарности, который, казалось, заметил только Чингук. Чингук ответил легкой улыбкой, предназначенной не для камер или толпы, а только для Тэхёна. Она была едва уловимой, почти невидимой, но полной поддержки. Позже, когда они снова стояли бок о бок, Тэхён начал больше взаимодействовать с окружающими. Он мягко рассмеялся над чьим-то комментарием, хлопал в такт музыки и даже помахал фанатам. Но те, кто внимательно следил, все еще видели следы эмоций в его глазах. Это была уже не просто грусть, а раздумья. Новый год часто приносит надежду, но он также приносит воспоминания, ожидания и давление. Для человека, который прожил большую часть жизни под прицелом камер, начало 2026 года ощущалось как тихая пауза, момент, чтобы вздохнуть, почувствовать и побыть человеком. Чингук оставался рядом до конца празднования, ненавязчиво, но как защитное, заземляющее присутствие. Всякий раз, когда взгляд Тэхёна блуждал или улыбка угасала, Чингук был рядом, подстраиваясь под его ритм, обмениваясь взглядами, напоминая ему, что он не один. После того объятия не было громких жестов или драматичных объяснений.
И именно поэтому этот момент вызвал такой глубокий отклик. Для фанатов он был искренним, незапланированным и честным. Этот новогодний эпизод быстро стал символичным. Дело было не в сплетнях или слухах, а в эмпатии. Это показало, как даже в моменты радости эмоции могут неожиданно всплыть на поверхность, и как важно иметь рядом того, кто понимает без лишних вопросов. Когда начался 2026 год, этот тихий обмен между Тэхёном и Чингуком стал напоминанием о том, что сила не всегда выглядит громкой или уверенной. Иногда она выглядит как уязвимость, разделенная в тишине и исцеленная простым сердечным объятием. Когда кадры той ночи начали распространяться в сети, фанаты пересматривали этот момент снова и снова, каждый раз замечая что-то новое. То, как руки Тэхёна колебались, прежде чем лечь на спину Чингука. Короткую паузу перед тем, как он прильнул к нему. Мягкость в глазах Чингука, словно он полностью понимал то, что Тэхён не решался сказать. Это не было драматично, и именно это делало момент мощным. В мире, где анализируется каждое движение, это казалось неотфильтрованным и настоящим. Редкий проблеск связи, существующий вне сцен и графиков. Многие фанаты начали размышлять о том, что на самом деле означает начало Нового года. Для одних это восторг и новые начинания. Для других – напоминание обо всем, что осталось позади, о пройденных испытаниях и грядущей неопределенности. Выражение лица Тэхёна, казалось, отражало именно эту сложность. Это не была слабость, это была честность. И реакция Чингука показала нечто не менее важное – поддержка не всегда приходит в форме слов или решений. Иногда достаточно просто быть рядом. Ночь медленно превращалась в раннее утро, и празднование затихало. Разговоры становились тише, движения – менее поспешными. Тэхён выглядел более расслабленным. Его поза смягчилась, а смех звучал более естественно. Каким бы ни был груз, который он нес в начале ночи, он не исчез полностью, но больше не казался подавляющим. Чингук оставался рядом до самого конца, не привлекая внимания и не ища признания, просто разделяя пространство рядом с ним. Когда Новый год официально вступил в свои права, этот момент, небольшой по масштабу, но глубокий по смыслу, остался в сердцах фанатов надолго после окончания обратного отсчета. Он напомнил многим, что даже те, кто кажется сильным и уверенным, могут испытывать моменты уязвимости, и что эти моменты не нужно прятать. Когда начался 2026 год, люди запомнили не фейерверки и не крики радости, а тихое объятие, которое сказало больше, чем любое празднование. В последующие дни этот момент начал жить своей жизнью. Фанаты обсуждали его не как сплетню, а как нечто глубоко человечное. Многие делились тем, что чувствовали такую же тихую тяжесть в начале Нового года, улыбаясь снаружи и неся невысказанные мысли внутри. Краткое проявление грусти Тэхёна нашло отклик, потому что оно было знакомым. А инстинктивный ответ Чингука ощущался как та поддержка, на которую каждый надеется, когда слова подводят. Речь шла не об объяснениях или ярлыках, а о присутствии, понимании и доверии, выстроенном временем. Тэхён никогда напрямую не комментировал этот момент, и в каком-то смысле ему это и не требовалось. Его действия в последующие дни говорили тихо, но ясно. Он казался более задумчивым, более приземленным, словно позволил себе прочувствовать что-то, вместо того, чтобы оттолкнуть это. В том, как он двигался и говорил, появилась безмятежность. Тонкий сдвиг, намекающий на принятие, а не на борьбу. Чингук тоже вел себя с той же тихой внимательностью, продолжая стоять рядом с ним, не превращая их связь в шоу. Что сделало эту главу их истории такой значимой, так это ее простота. Не было драматического перелома или внезапного решения проблем. Просто два человека признали, что начало Нового года может быть ошеломляющим даже для тех, у кого, кажется, есть все. Объятие не было решением, но оно стало паузой, напоминанием о том, что никому не нужно нести груз ожиданий в одиночку. По мере того, как разворачивался 2026 год, фанаты оглядывались на тот новогодний момент как на символ. Он символизировал сострадание в тишине, силу в уязвимости и тихую мощь понимания без необходимости объясняться. В конце концов, именно поэтому этот момент остался в памяти стольких людей. Он не был громким. Он не был спланирован и не предназначался для того, чтобы его запомнили. И все же он стал незабываемым,
ознаменовав начало года честностью, сопереживанием и узами, которые говорили сами за себя. Проходило время, и этот тихий момент продолжал откликаться в мелочах. Фанаты начали замечать детали в их последующих появлениях: общие взгляды, бессловесное понимание, тот вид комфорта, который не нужно доказывать. Тэхён казался более открытым в своих эмоциях, не демонстративно, а мягко, словно он разрешил себе чувствовать без страха осуждения. В нем появилась устойчивость, ощущение того, что какие бы сомнения или тяжесть он ни носил в себе, он больше не несет их один. Присутствие Чингука оставалось неизменным, спокойным и обнадеживающим. Он не изменился как личность, но его действия отражали глубокую осознанность, ту, что рождается годами общего опыта, ночных разговоров и моментов, скрытых от мира. Речь шла не о защите имиджа или создании истории. Речь шла о том, чтобы снова и снова быть рядом самыми простыми способами. Стоять близко, слушать не перебивая, предлагать тишину вместо советов. Для многих фанатов эта глава стала личной. Они проецировали свои собственные надежды, трудности и тихие страхи на ту новогоднюю сцену. Это напоминало им, что даже в моменты, символизирующие радость и обновление, чувствовать смятение – это нормально. Нормально начинать Новый год, не имея всех ответов, и нормально опираться на кого-то, когда груз становится слишком тяжелым. Уязвимость Тэхёна и реакция Чингука сделали эти истины видимыми. Оглядываясь назад, можно сказать, что та ночь не изменила мир, но она сдвинула что-то значимое. Она переосмыслила то, как выглядит сила, не совершенство, не постоянные улыбки, а честность, связь и мужество быть в контакте со своими эмоциями. В течение 2026 года то тихое объятие оставалось мягким маркером во времени, напоминанием о том, что иногда самые мощные моменты не анонсируются, не объясняются и не празднуются. Они просто случаются. И, делая это, они оставляют после себя прочное тепло, которое шаг за шагом ведет людей вперед. И даже по прошествии месяцев смысл того момента не поблек. Он тихо осел в памяти не как заголовок или теория, а как чувство. Всякий раз, когда фанаты возвращались к этому видео, оно больше не казалось чем-то загадочным, что нужно разгадать. Напротив, оно ощущалось как напоминание. Напоминание о том, что эмоции не подчиняются расписанию, и что даже в самом начале чего-то нового можно сделать паузу и признать то, что все еще тянется из прошлого. Тэхён продолжал идти вперед своим путем, сочетая в себе чувствительность и силу. В том, как он выражал себя впоследствии, появилась зрелость, баланс между открытостью и спокойной сдержанностью. Словно тот новогодний момент позволил ему отпустить что-то тихо, без объяснений и давления. Чингук также оставался непоколебимым, никогда не затмевая, никогда не отходя в сторону, просто существуя как постоянное присутствие, которое не требует внимания. Больше всего людям запомнилось то, насколько обыденным был этот жест, и насколько редким это его делало. Никаких пафосных речей, никаких драматических реакций, просто инстинктивный акт заботы в самый нужный момент. Это напомнило всем смотрящим, что связь не должна быть громкой, чтобы быть значимой. Иногда самые маленькие действия несут в себе самое глубокое утешение. Я подхожу к концу. История той ночи была не только о грусти. И не только об утешении. Она была о понимании, о способности распознать, когда кому-то нужна поддержка, даже если он о ней не просил. Пока 2026 год продолжал разворачиваться со всеми его неизвестными, то тихое объятие оставалось символом чего-то простого, но мощного. Того, что какими бы яркими ни были празднования и какими бы тяжелыми ни были ожидания, никому на самом деле не приходится встречать начало Нового года в одиночестве. И, пожалуй, в этом и заключалась тихая красота всего происходящего. Не было попыток дать определение этому моменту. Не было нужды его объяснять. Жизнь шла своим чередом. Графики заполнялись. Сцены снова загорались огнями. Но то новогоднее воспоминание осталось нетронутым временем. Оно существовало как маленький, честный фрагмент реальности в мире, часто наполненном игрой. Краткая грусть Тэхёна и бессловесный ответ Чингука не требовали внимания, но они заслужили его просто тем, что были настоящими. По мере того, как в 2026 году разворачивались новые проекты, выступления и разговоры, фанаты замечали, что оба они стали более приземленными.
Появилось чувство равновесия, словно та ночь тихо перезагрузила что-то внутри них. Выражения лица Тэхёна несли глубину без тяжести, а энергия Чингука ощущалась ровной и уверенной. Внешне ничего кардинально не изменилось. Но под поверхностью жило чувство спокойной непрерывности, как молчаливо сдержанное обещание. Вот почему этот момент продолжал откликаться долгое время после того, как он произошел. Это не был поворотный момент, отмеченный шумом или объявлением. Это было напоминание о том, что человеческая связь часто живет на заднем плане, в пространствах между словами и действиями. Простое объятие в нужное время может смягчить груз ожиданий хотя бы немного. И эта мягкость может передаваться дальше способами, которые никто не замечает сразу. В большой истории их пути эта глава не выделялась чем-то шокирующим или неожиданным. Она выделилась тем, что была нежной. Она показала, что даже в жизни, наполненной постоянным движением, есть моменты, когда все замедляется ровно настолько, чтобы почувствовать что-то реальное. И пока 2026 год продолжал писать свою историю, то тихое новогоднее объятие осталось не загадкой, которую нужно разгадать, а общим пониманием того, что иногда самая значимая поддержка приходит без объяснений. И самые долговечные воспоминания – это те, что созданы в тишине. И в этой тишине была та честность, которую слова никогда не заменят. Этот момент не нужно было представлять как нечто большее, чем он был. Это не было признанием, откровением или обещанием на будущее. Это были просто два человека, признающие общую тяжесть, пусть всего на несколько секунд. Одного этого признания было достаточно, чтобы начало 2026 года ощущалось иначе, мягче, человечнее. Год шел, испытания и достижения сменяли друг друга, как это всегда бывает. Были дни, полные восторга, и другие, отмеченные истощением. Но фанаты часто вспоминали ту новогоднюю ночь как тихий якорь, напоминание о том, что за каждым достижением стоит сеть невидимой поддержки. Чувствительность Тэхёна и внимательность Чингука стали символами этой поддержки. Не потому, что они выставлялись на показ, а потому, что они ощущались глубоко. Что сделало этот момент вневременным, так это его универсальность. Любой, кто когда-либо стоял в толпе, чувствуя себя одиноким, мог узнать себя в Тэхёне. Любой, кто когда-либо замечал страдания близкого человека без лишних слов, мог узнать себя в Чингуке. Вот почему эта сцена находила отклик в разных культурах и на разных языках. Она взывала к чему-то общему, к чему-то, что понятно без объяснений. И вот, пока время продолжало идти вперед, история того Нового года не ушла на задний план. Она жила тихо в сердцах тех, кто смотрел не как драматическое событие, а как нежное напоминание о том, что даже на самых громких праздниках самые значимые моменты могут быть самыми тихими. О том, что иногда все, что нужно, чтобы начать заново, это утешение от того, что тебя видят, и тепло человека, который выбирает стоять рядом с тобой, когда мир кажется слишком тяжелым. И, возможно, именно поэтому этот момент никогда не терял своего тепла. Он больше не принадлежал одной ночи или одному видео. Он стал чем-то, что люди несли в себе, особенно в свои собственные тихие минуты. Всякий раз, когда шум ожиданий становился слишком громким, фанаты вспоминали, что даже те, кто кажется непоколебимым, могут чувствовать тяжесть времени. И это чувство не делает их слабыми, оно делает их настоящими. Присутствие Тэхёна в течение всего остального года отражало эту тихую силу. Он не скрывал своих эмоций и не позволял им определять его. Вместо этого он двигался вперед со спокойной честностью, словно принял то, что глубокая чувствительность – это часть его самого. Чингук по-своему отражал это же понимание, продолжая предлагать поддержку не через грандиозные жесты, а через постоянство. Быть рядом, оставаться близко, разделять пространство, не требуя внимания к себе. Что больше всего связывало людей с этой главой, так это то, насколько она казалась не по сценарию. В мире, который тщательно планируется и бесконечно наблюдается, это было напоминанием о том, что не все значимое создано для того, чтобы быть на виду. Некоторые моменты просто случаются, потому что два человека понимают друг друга без слов. И именно такие моменты, благодаря своей незапланированности, часто оставляют самый глубокий след.
Пока история 2026 года продолжала разворачиваться, наполненная своими взлетами и падениями, то новогоднее объятие оставалось тихо значимым, не как вопрос, ждущий ответа, а как чувство, которое не нуждается в определении. Чувство уверенности, взаимного понимания, осознание того, что даже в начале чего-то нового можно нести прошлое с собой, особенно если тебе не приходится нести его в одиночку. И с этим пониманием пришло чувство покоя, о котором не нужно было объявлять во всеуслышании. Жизнь продолжала стремительно двигаться вперед, как и всегда. Большое спасибо за просмотр сегодняшнего обновления о BTS. Если вам нравится погружаться во все последние моменты, истории и закулисные подробности, не уходите прямо сейчас. Ваша поддержка действительно помогает этому каналу расти и позволяет нам продолжать знакомить вас с обновлениями в реальном времени, эмоциональными историями и глубокими погружениями во все, что происходит во вселенной BTS. Так что, если вы еще этого не сделали, нажмите кнопку подписки и включите уведомления, чтобы никогда не пропустить ни одного момента. Будь то камбэк, неожиданное появление или история, о которой фандом не может перестать говорить, это Taehyung Ampersand Jungkook. И я увижу вас в следующем видео с новыми материалами о BTS, которые вы точно не захотите пропустить. Спасибо за просмотр и оставайтесь с нами, ARMY.